Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «История персонажей» из игры GTA 4. Сегодня расскажу про Джеймса Джимми Пегорино. Джеймс Джимми Пегорино. Персонаж и вторичный антагонист GTA 4, чье имя также упоминается в The Awesome Demon. После смерти отца Джимми становится боссом криминальной семьи Пегорино в Олдерне. Другие мафиозные кланы Liberty City относятся к нему непосредственно. Он же пытается добиться их уважения, его, чтобы это не стало, закрепиться в комиссии. Джимми Пегорини родился в Олдерни-Сити, Олдерни. Его отец был основателем семьи Пегорини, итало-американской группировки, которую очень уважали все преступные кланы Либерти-Сити. В середине 1970-х Пегорини был трижды арестован за кражу. В какой-то момент своей жизни он женился на Энджи, и у них родился сын и, по крайней мере, еще один ребенок. После смерти отца Пегорини стал главой семьи Пегорини и отчаянно хотел присоединиться к комиссии, несмотря на то, что его организация была невероятно слабой. Он стремился произвести впечатление на комиссию, оказывая ей услуги, например, позволяя семье Павано действовать в Олдерне. Джимми также считал, что было бы неплохо анонимно ослабить семью Анчелотти, одновременно укрепляя свою, чтобы доказать, что он способен управлять стабильной организацией. Он понял, что лидер не должен ценить своих сотрудников, пока они не произведут на него впечатление, как Фил Белл, либо, по иронии судьбы, не станут угрозой для него из-за своей жадности, как Рэй Боччино. Сын Пегорини покончил с собой, и тогда он принял своего телохранителя Энтони Коррадо как родного сына. Энджи не знает, что у Пегорини есть молодая любовница, которая живет в квартале в Актерском. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Джимми можно считать очень высокомерным человеком с невероятно раздутым чувством собственного достоинства. Он считает себя крупной шишкой в преступном мире Либерти-Сити и даже думает, что он гораздо успешнее своего отца, который основал семью. Из-за своего высокомерия он не прислушивается к советам других, даже самых доверенных подчиненных, таких как Фил Белл. Он это также заставляет его искренне верить, что он контролирует свою территорию, утверждает, что он позволяет криминальной семье Павано действовать в Олдерне. Без его участия, несмотря на то, что Павано гораздо могущественнее и влиятельная его организация и не нуждается в его разрешении. Кроме того, Джимми очень уважительно относится к своим приспешникам, часто оскорбляет и относится к своему личному телохранителю с презрением и насмешкой, даже утверждает, что несколько раз избивал его на протяжении многих лет. В отличие от других боссов мафии, таких как Джон Гравелли, которые остаются самими собой и не нуждаются в силе при прикрытии, Джимми склонен вести себя жестоко перед другими, говорить загадками, чтобы казаться умнее, хотя это редко срабатывает, как во время его первой встречи с Нико, на которого его выходки явно не произвели впечатления. Он также невероятно наивен и недоверчив, назначая встречу с Павано, чтобы попросить место в комиссии с данным уважением. Несмотря на то, что сам этот поступок выставляет всю его организацию самыми жалкими из-за того, что место встречи находится не только на собственной территории Пегорини, но и в очень удивительном месте, совершенно ясно давая понять, что Павано намеревались устранить его с самого руководства Джимми, невероятно дисфункционально наносит ущерб его организации. Он открыто обсуждает незаконный бизнес и действия своей организации в своем доме, заботится и не зная о возможностях жучках, установленной полицией, часто нанимают нескольких тупых парней с улицы, проходя проверку, чтобы узнать, являются ли они информаторами или нет. Приписывает это своим постоянным проблемам с полицией и проявляя к ним очень мало беспокойства, поскольку Джимми
проигнорировал смерть Марк Бонаро и Большого Пита, несмотря на их смерть, непоколебимая преданность ему. Джимми также в невероятно высокой степени поддерживает традиционных правил мафии, оказывается повышать Фила в должности из-за того, что его родная в основном ирландцы, из-за страха, что комиссия не будет смотреть на них свысока. Из-за этого, несмотря на то, что они уже так делают, несмотря на то, что Фил один из самых доверенных подчиненных, несмотря на то, что Джимми придерживается многих правил мафии. Он не гнушится нарушать их в своих интересах, так как он приказал одному из своих высокопоставленных подчиненных, Рэю Баччину, был убит из-за простого подозрения в предательстве, а не из-за прямых улик, что противоречить правилам мафии, поскольку они могут устранить подчиненного только при наличии конкретных доказательств его предательства. Отчаянное желание Джимми добиться признания и уважения со стороны мафии Либерти Сити заставило его работать с Дмитрием Расколовым, которого сама комиссия презирала, и с которым оказывалось сотрудничать из-за известной привычки Дмитрия передавать своих деловых партнеров, за исключением преступного клана Анчелотти. Джимми наивно полагал, что его сотрудничество с русской мафией основано на взаимном уважении и преданности, даже после того, как не только Нико, но и Фил были преданы во время возможности сделки с Дмитрием. Джимми почти не беспокоится о том, что двое его самых опытных подчиненных рискуют своими жизнями. Он лишь празднует свое новоприобретенное богатство и успех, а позже поддерживает Дмитрия, когда тот продает Нико, несмотря на то, что последний несколько раз помогал его организации. Наивность и недальновидность Джимми приводит к его способственному падению, когда он сам передан и убит Дмитрием. Если бы Ник решил бы убить Дмитрия, тем самым предав Джимми, приведя к тому, что организация Джимми, казалось бы, полностью разорена и бессильна, но все равно считал по себе крупной фигурой во время своего. В последние мгновения жизни он высокомерно заявил, что сам отдал приказ, хотя Ник удержал его на мушке, а последующие насмешки Нику вызвали у него ярость, и он отказывается от насмешек, прежде чем его наконец-то избивали от страданий. У Джимми в катсценах на волосах есть проба, которого, однако, нет в геймплее. В миссии города с Пегорино получает пулевое ранение и прихрамывает. Однако в миссии окупаемость он уже ходит нормально, хотя прошло не так много времени. Джимми, Свит, Мигель и Роман Беллик на данный момент единственные персонажи в серии, которые пережили пулевое ранение по сюжету своих игр. Джимми носит две вариации костюма, один светлый и другой темнее. Джимми упоминает Рэя Баччину в The Lost Demon во время миссии «Плохая репутация», когда тот говорит «мой босс охреневший параноик», что иронично это подтверждается в GTA 4. В тот момент, когда Пегорино думает, что его предали все в миссии «Застопорить», где он наставляет дробовик на Нику Беллика. У Джимми был сын, который покончил с собой. Он об этом говорит в миссии «Застопорить». Также во время поездки на машине в миссии города с Пегорино Джимми говорит, что у него есть ребенок, которого он и Инджи очень любит. Скорее всего, у них было 2 детей. В гараже особняка Пегорино всегда можно найти конью Шенти. Из музыки на радио Джимми предпочитает станцию Just Natural Radio и Fields FM. Также AAR играет в самом поместье Пегорино. Визуально его персонаж может быть основан на Филе Леотардо из клана Сопрано, которого сыграл Фрэнк Винсент. В концовке сделка Пегорини убивает Дмитрий Расколов, что делает его одним из 4 антагонистов, убитых другими антагонистами. Мигель убит за кадром Каталиной, Рикардо Диас убит Лэнсом Венсом с помощью Томми Версетти, а Джимми Эрнандес убит Эдди Пуласки. В кабинете Пегорино можно увидеть фотографию бойца ММА, похожего на Пегорино. Во втором диалоге города с Пегорино Пегорини говорит, что не бросит свою жену Энджи, потому что она мать его детей, подозревая, что у него есть не один ребенок. Пегорини имеет некоторые сходства с Сальваторе Леоне, поскольку оба являются боссами крупной преступной группировки в Либерти Сити, разумеется, в разных вселенных. Оба были убиты главными героями вместе только Пегорини, и у обоих
есть сын, хотя сын Пегорини не появляется в игре, так как игру покончил с собой до выхода GTA 4. Оба стали очень подозрительными и оба передаются или их передают главные герои. Кроме того, жену Джимми озвучивает Шарл Анджела, актриса, сыгравшая роль Розали Эйперил, вдовы бывшего босса семьи Димео. Джимми один из 3 персонажей, которые появляются в обеих финальных миссиях GTA 4. Двое других — Нико Беллик и малыш Джейкоб. Он является единственным антагонистом, которого можно убить в обеих финальных миссиях. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Вы можете оформить подписку на Boosty или ВК Донат. Вы сможете увидеть файлы моменты с прохождения, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов, доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛС ВК, ссылочка находится в описании данного видеоролика. И на этом история про Джеймса Джимми Пегорино из игры GTA 4 подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте про действия, которые видите на ваших экранах. Лайк, колокольчики, подписка на канал. С вами был Михаил, с канала Пейкмейкер.